Декорчик смастерила кое-какой. Ну и так кое-что из инвентаря. Ну а какой ремонт без изюминок? А из изюма у нас сегодня деревянная вешалка, диспенсер со стаканом, объемная картина и огромная ваза, и все своими руками. Кстати, весь процесс преображения этой ванны вы можете со всеми подробностями посмотреть на моем канале, так что подписывайтесь, буду вам очень рада. Ну а кому интересно закулисье и более тесное общение со мной, добро пожаловать в мой телеграм-канал. С ремонтом ванны я, конечно, все классно придумала, но вот кое-каких мелочей в ней все-таки не хватает. Надо что-то с этим делать, подумала я, и прямиком в свой сарайчик искать деревяшки, а из них уже мастерить что-то интересное и красивое. Я же не люблю, когда некрасиво и неинтересно. Муж мой, кстати, тоже присоединился. Ему интересно было попробовать выточить детали на станке. Хотя, конечно, их можно было купить готовые в магазине, но также интересней. И еще я решила поэкспериментировать с моделями вешалок. Да-да, это будет вешалка. Потому что я не сразу определилась, какую все-таки туда хочу. Две из них сделала из сосны. Просто решила для начала потренироваться, мало ли. Жалко лиственницу, вдруг испорчу. А ее осталось у меня немного. Но в итоге все-таки остановилась на лиственнице. Впрочем, сейчас все увидите. Итак, подготовила я, значит, основу, заброшировала. Кстати, как это делала, очень подробно рассказывала и показывала в моем экшене о том, как собственноручно создать мебель в ванную комнату из натурального дерева. Так что смотрите, кто не видел. Повторяться не буду. В общем, получаются вот такие очень милые основания с ярко выраженной фактурой дерева, которая проявляется еще больше под маслом. В одном из них я просверлила отверстие под круглые бабышки, которые изготовил мой муж с моей моральной поддержкой. Сделала это с помощью фрезера под углом, причем угол выбрала наобум. И на будущее все-таки делайте угол не меньше 30 градусов. Так вещи на вешалке будут держаться все-таки получше. Ну а в одной из вешалок решила сделать металлические крючки, поэтому под них просто просверлила отверстие толщиной с резьбу, которая на этих крючках уже была. Они продаются в магазинах готовые, и можно выбрать даже разных форм и цветов. Ну а дальше все максимально просто. Вклеиваю в отверстие круглые бабышки, которые будут служить крючками. Для этого использую столярный ПВА-клей, намешанный с опилками, потому что идеально высверлить круглое отверстие у меня не получилось, и пустоты нужно было чем-то забить. Правда, аккуратно вклеить у меня тоже не получилось. Ну да ладно. В целом не видно, я вам ничего не говорила. Теперь вешалки готовы к покрытию маслом, но сначала срежу лишние концы деревянных крючков с помощью реноватора от фирмы Redwerk. У меня от нее очень много различных инструментов, а этим реноватором очень удобно пользоваться. Я часто его использую с шлифовальной насадкой, например, вот при изготовлении кресла. В тех местах, где сложно залезть шлифмашинкой, я шлифовала вот такой машинкой с треугольной насадкой. Это очень удобно, особенно если она аккумуляторная. Можно подлезть в самые неудобные места. Работать ей очень легко, насадки быстросъемные, одеваются тоже легко. Нужно немножечко подкрутить винт вот здесь после того, как ставили насадку, и затем зажать ее рычагом верхним. Сюда можно прикрутить ручку, если какая-то сложная работа требует жесткой фиксации. Вот здесь вот можно регулировать скорость и кнопка включения-выключения. Аккумулятор стандартный, причем подходит от других моделей аккумуляторы у этой фирмы. Я, например, иногда побольше аккумулятор беру от Лобзика, если мне дольше нужно работать. И работать, конечно, удобно, потому что провода нет, ничего не мешается. Работаю вот на улице, не нужно тащить никакие переноски. И легко подлазю в самые неудобные места, где тяжело, допустим, шкурить руками, и шлифмашинка не подлезет. А когда разряжается аккумулятор, я использую вот такое классное зарядное устройство, очень удобное, потому что здесь можно заряжать сразу две позиции. А так как у меня достаточно большой арсенал инструментов, и я постоянно ими пользуюсь, пока работаю с одним аккумулятором,
другие заряжаются, и работа моя идет непрерывно. Оставлю вам ссылочку на такую полезную вещь в описании, а также заходите на сайт и выбирайте для себя еще не менее полезные штуки для ремонта, для вашего сада, огорода, квартиры, дачи и так далее. Тем более там всегда можно найти интересные предложения по акциям и скидкам. Ну и теперь покрываем наши будущие вешалки маслом. Я использовала тот же самый состав, которым покрывала тумбочку в ванне, Farbitex Profi Wood, и цвет немножечко дорабатывала черным колером. Вы же можете использовать любое масло или краску, которая у вас есть под рукой. Ну и в ту полочку, где будут железные крючки, вкручиваем их наконец-то, и дальше осталось определиться, какую все-таки вешалку оставить здесь на стене. Недолго думая, я все-таки поняла, что лиственница здесь мне нравится больше, она отлично будет сочетаться с тумбочкой, и деревянные крючки, они смотрятся как-то теплее, что ли. Посадила ее, кстати, просто на монтажный клей. Держится прекрасно, уже много месяцев пользуемся, так что берите на заметку, все хорошо, главное не жалеть клея. Ну а мы тем временем плавно переходим к изделию ручной работы номер 2. Диспенсер со стаканом. Да, конечно, можно купить готовые, но очень уж мне хотелось проверить ту самую массу, из которой я лепила бусины под ванну. А можно ли из нее состряпать что-нибудь вроде посуды? И решила проверить это как раз на примере диспенсера со стаканом. Взяла просто обычную баночку из-под каких-то БАДов, намешала массу. Рецепт этой массы я давала подробно в своем видео про экран под ванну. Кто не видел, смотрите. Рецепт очень простой и абсолютно доступный. И дальше просто срезала с этой баночки вверх и обклеила массой. Я здесь не старалась прям сильно разравнивать. Мне нужно было сделать что-то в стиле моей ванной, не совсем идеальное и аккуратная по виду. А диспенсер сделала из бутылки, самой обычной пластиковой, из-под минеральной воды. И потом это все просто покрыла акриловой краской, добавила небольшие разводы и тщательно закатала в 3 слоя лака. Единственное, перед тем, как делать бутылочку, убедитесь, что тот диспенсер, который у вас есть, отлично подходит к этой бутылочке, потому что мой не подошел впоследствии. Резьбы на бутылочке оказалось слишком мало, и пришлось колхозить и подкладывать туда еще прокладочки. Вуаля! Наливаем мыло, вставляем диспенсер из-под какой-нибудь другой бутылочки, из-под дешевого мыла из супермаркета. И вот вам, пожалуйста, готовые аксессуары для ванной. Пользуйтесь. Тоже масса показала себя прекрасно, уже эксплуатируем не 1 месяц. Ничего не сгнило, не покрылось плесенью, как сейчас многие будут писать. В общем, схема рабочая. Ой, изделие номер 3. Мое любимое. Вазочка для эвкалипта. Да, я сразу решила, что в свою ванну поставлю веточки эвкалипта. И выглядит красивый, аромат приятный, тем более, что это стабилизованные веточки, натуральные. Искусственные цветы я не люблю. Живые в ванную не поставишь, слишком это заморочисто. Поэтому решила сделать искусственную вазочку с натуральными засушенными цветами. По этой схеме вы можете изготовить вазочки абсолютно любых размеров и форм. Все зависит только от вашей фантазии. Я взяла втулку от пищевой пленки, но вы можете сделать втулку любого размера просто из картона. Это не принципиально. Чем толще будет картон, тем быстрее вы сделаете эту вазочку, хотя в принципе не так уж и долго с ней возиться. Да, и клей лучше брать, конечно, более быстрой фиксации. У меня на тот момент не было ни клея пистолета, ни титана под рукой, поэтому пользовалась тем, что было. Из-за этого пришлось немножечко испытывать неудобства. В принципе, эта вазочка уже бы красиво смотрелась на этапе покрытия ее туалетной бумагой, предварительно вымоченной в водичке с добавлением столярного ПВА клея. Смотрите, какой классный рельеф и классная фактура образовалась. Но мне в мою ванную рельефная вазочка никак бы не подошла, потому что и так там рельефа хватает. Поэтому я ее все-таки покрыла шпаклевкой, зашлифовала
тоже не идеально. И уже после этого покрасила и также покрыла лаком. В итоге получилось просто изумительно. Я без ума от этой вазочки и однозначно буду использовать этот метод для декора в других комнатах. Изделие номер 4. Декоративное панно. Это, пожалуй, самое простое из всего, что вы сегодня здесь видели, и самое быстрое. Опять же, рисунок можно придумывать по своему усмотрению, дайте волю своей фантазии. Мне захотелось вот так изобразить что-то вроде волн. Изначально потом это все хотела разукрасить в какие-нибудь градиентные оттенки голубовато-розоватого цвета. Но почему-то, когда шпаклевка засохла, мне понравилось и так. И я решила просто покрыть лаком и повесить на стену. Кстати, шпаклевку использовала самую обычную акриловую по дереву. Картину я прикрепила на двусторонний скотч, но это было все-таки опрометчиво, потому что иногда хочется поменять декорацию, и теперь боюсь, что придется ее менять вместе со стеной. Поэтому все-таки вешайте картину как положено, на гвоздике. Вот такой незамысловатый арт-объект теперь висит в моей ванной и отлично перекликается с рифленой стеной, на которой висит зеркало. Все, кто досмотрел это видео до конца, поставил лайк и написал комментарий, крепко-крепко обнимаю. И надеюсь, продолжим с вами общаться в моей телеге.